On September 21st, 2022, Russia declared partial mobilization. It caused huge amount of young men fleeing from the country. Of course, they first tried to jump on the plane, but flight tickets are limited and in short time they were sold out, prices skyrocketed. Not having much options, they went to land border with Georgia. Those who took some time for preparations or were in Asian part of Russia, they went to Kazakhstan because it was closer or less clogged than Georgian border. I happened to be in Almaty, the biggest city of Kazakhstan, exactly 1 month after start of partial mobilization, and conducted interviews with Russians. Now I invite you to watch them. Как давно вы приехали в Казахстан? Пару недель назад. Почему вы уехали из России? Потому что, я переехал в Москву, исполнил свою мечту, заехал в Москва-Сити, и все было круто. У меня были планы пожить до декабря и улететь на Бали, потому что мне не очень нравится зима в СНГ. И когда началась вся эта ситуация, я немного был в стрессе из-за того, что границы могли закрыть, и у меня бы не получилось улететь зимовать на Бали, как я изначально хотел. В целом у меня не было какой-то паники. Купил билет на Бали на 1 октября. Думал, что улечу с кайфом. Но началась эта вся ситуация. Все блогеры, все мои знакомые начали просто, сваливать. Такой думаю, как-то странно. Может, реально закроют. И, я решил не дожидаться своего билета на Бали. Сел в машину с ребятами, тоже с блогерами из тусовки. И мы поехали на машине до границы с Казахстаном. Из Москвы? Да. Так там Грузия поближе была, Армения. Почему именно Казахстан? В Грузии были очень большие пробки. Линии машин стояли, там происходил полный трэш. И поэтому, граница с Казахстаном, она выглядела гораздо привлекательнее. Понятно. И последний вопрос. Что, по вашему мнению, должны сейчас делать россияне? Я думаю, что россияне должны продолжать жить, заботиться о том, чтобы их жизни стали лучше. Я приверженец того, что нужно заниматься своей жизнью, а не утопать в том, что происходит вовне. Как давно вы приехали в Казахстан? Недели 3 назад. Что вас вынудило приехать в Казахстан? Пришла повестка, мне ее не вручили, но я знал, что рано или поздно мне ее вручат, поэтому решил уехать. Повестка вам домой уже пришла? Да, домой. Почему именно Казахстан? Наиболее близко, плюс у меня тут оказались друзья, их родственники, у кого я мог остановиться на первое время. Вы собираетесь оставаться в Казахстане? Да, работу как раз сейчас ищу. Скажите, пожалуйста, почему вы отказались показывать лицо на камеру? На всякий случай. Переживаете, что могут быть последствия какие-то? Россиян начнут из Казахстана вытягивать? Все может быть, все может быть. Что, по вашему мнению, должны делать россияне? Сейчас уже ситуация не особо контролируемая, поэтому каждый решает сам, что ему делать и как ему делать. Как давно вы приехали в Казахстан? 24 числа. Что вас вынудило приехать в Казахстан? Война. Уезжал от мобилизации. Вам, может, повестка приходила или... Нет, мне повестка не пришла. И моему брату не пришла, но как объявили частичную мобилизацию, мы решили уехать. Почему именно Казахстан? Мы здесь были 4 года назад, нам понравилось тут. Мы всегда думали вернуться, но не знаем, что такой повод будет. Изначально в Грузию хотели, потому что мы там не были. Но посмотрели пробки, дорогу, и сюда ближе оказалось. Что, по вашему мнению, должны делать россияне? Каждый сам решает, что должен делать. Я с братом решил, что мы должны уехать на время. Стараться не участвовать в этом. Как давно вы приехали в Казахстан? Чуть меньше месяца назад. Что вас заставило покинуть Россию? Очевидно, да, мобилизация. Вы, может быть, в списках на мобилизацию были или... Нет, я не был в списках. В момент объявления мобилизации было непонятно. Я закончил военную кафедру, поэтому риски попасть были. What kind of risk is he talking about? So this guy graduated from his civilian university, but he also attended military department. What's that? As you probably already know, at this point, Russia has mandatory military service for men from 18 to 30 years old. If you don't really want to do that, you can apply to military department in your university if you're a student, spend around 1 day in the week doing different military stuff, and by the time you graduate from the university, you also will be granted military rank and put into reserve. That's why you don't really need to go to army, but in case of mobilization, in case of war, most likely you will be drafted in the first waves. Поэтому риски попасть были. Даже несмотря на отсутствие в списках, нет желания возвращаться в Россию, пока просто не закончится война. Это все еще остаются какие-то риски. Почему именно Казахстан? Временный вариант, я через пару дней в Армению летаю. Что, по вашему мнению, должны делать россияне?
нельзя дать ответ за все общество в целом. У разных людей разные цели. Мне важнее собственная безопасность. Кто-то считает правильным оставаться в России или даже там, сражаться за родину и так далее. У каждого свои мотивации. То есть на этот вопрос точно нельзя ответить однозначно. Как давно вы приехали в Казахстан? Почти месяц назад. Что вас вынудило приехать в Казахстан из России? Что-то случилось, кажется. Все перепугались, друзья мне писали, если ты поедешь, то мы тоже поедем. Были риски, либо в самом худшем варианте, переехав в Казахстан, мы потеряем деньги, может быть, немножко времени, а в самом худшем варианте в России мы можем потерять жизнь. Поэтому просто всем сказал: окей, я еду, погнали вместе со мной. Я и несколько моих друзей переехали. А почему именно Казахстан? Я здесь был раньше, еще в 2016 году. Катался на лыжах. Как-то сразу хотелось сюда. Хотелось и продолжать по-русски говорить. И я знал, что я здесь не буду себя чувствовать особо лишним. Близко к дому, я из Новосибирска. Так что в случае чего даже мало времени потрачу на путь. Что, по вашему мнению, должны делать россияне? Я считаю, что россияне жертвы происходящего. И сложно говорить, что они должны, а что нет. Будьте в безопасности, если хотите. Многих прав и многих свобод нас уже лишили, поэтому выбор уже не настолько большой. Сейчас остается выживать. А в будущем, если у нас будет право, работать над будущим, платить репарации, восстанавливать и Украину, и Россию, и забыть советское прошлое, двигаться дальше. Как давно вы приехали в Казахстан? 27 октября. В сентябре. Сентября. Что вас вынудило приехать в Казахстан? Вынудила напряженная обстановка в России, и, в общем-то, я решил, что я не хочу в напряженной обстановке находиться больше. Почему именно Казахстан? Одно из самых доступных мест, в которых я смог оказаться. Изначально была позиция ехать в Армению, в Ереван. Много знакомых и друзей, которые уехали в первую волну. Туда стали сильно дорогими билеты. Я решил, что я поеду сначала в Казахстан, и решил пока здесь остаться. Что, по вашему мнению, должны делать россияне? Россияне должны помнить, что они в гостях, допустим, если говорить про Казахстан и другие страны, в которые они сейчас уехали. Уважать и чтить гостеприимство и вообще то место, где они находятся. И чуть-чуть выключать свою русскость и принимать местный быт и обычаи. Россияне, которые остались в России, решать россиян. Я свой выбор сделал, я здесь, распоряжаюсь своей судьбой. Как давно вы приехали в Казахстан? Вчера. Что вас вынудило приехать в Казахстан? Частичная мобилизация. Хотела избежать попадания в российскую армию, не знаю. А вы должны были быть в списках на мобилизацию когда-нибудь? Нет, у меня категория негодности, но, зная наше государство, верить ничему нельзя. Почему именно Казахстан? Потому что у меня сейчас нет на данный момент загранпаспорта, и это был единственный выход, куда мог бы временно перебраться по российскому внутреннему. I want to clarify this moment. So the guy mentioned that he moved to Kazakhstan with his internal Russian passport, or as we also call it, domestic one. But of course we also have international passport. It looks like this, you can tell by English text and biometric icon. So how is it possible, for this guy? Well, the thing is, Russia is the member of Eurasian Union, along with Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan. And they have agreement that their citizens can enter those countries, members of this union, with their national document. If you're interested in Russian passports, why do I have two valid international passports? Let me know in the comments. I'm thinking about making video on this topic, or maybe even video on broader one, like all the documents in the life of Russian. I think it would be nice to compare Russian bureaucracy machine to yours. Anyway, let me know in the comments, and let's continue with the interviews. Что, по вашему мнению, должны делать россияне? Россиянам, как и мне в том числе, не хватает отстаивания своих собственных прав. Убегаем в другую страну, мы тем самым избегаем своих же проблем, которые надо решать. Россиянам, которые сейчас находятся в других странах, советую принимать чужую культуру и быть хорошими гостями в других странах. Как давно вы приехали в Казахстан? 3 недели назад. Планирую пока остаться еще до Нового года здесь. Что вас вынудило уехать из России? Уехал, когда началась мобилизация, потому что на работе начали выдавать повестки, и те, кто их принимает, они должны в течение 4 часов приехать в военкомат и добровольно сдаться и уехать на фронт. Кто отказывается, начальники должны их посадить в машину и принудительно отвезти. До того, как это случилось, я решил просто уйти с работы и
уехать там, где поспокойнее. Почему именно Казахстан? Сюда предложили друзья приехать, погостить у них. Это было проще всего сделать, как по мне, на тот момент. Что, по вашему мнению, должны делать россияне? Они должны уважительно относиться к культуре, которая их окружает, оставаться добрыми и честными людьми, несмотря ни на что, и становиться лучше. Как давно вы приехали в Казахстан? Я где-то около 2-3 недель в этой прекрасной стране. Что вас вынудило приехать в Казахстан? Началась мобилизация, очевидно, что это главная какая-то причина. Хоть я и не был в первой волне, но тем не менее эта тенденция не очень позитивная. Да и в принципе всегда хотелось на самом деле иметь возможность просто куда-то уехать, оставить все. В этом есть какой-то авантюризм и приключенческий дух. Обстоятельства сложились так, когда как не сейчас. И может быть это, как бы это сказать... Задавайте еще вопрос. Я так понимаю, вы рады сложившейся ситуации, что... Что? Ну, вы сказали, что вы так хотели всегда уехать из своей страны, оставить что-то позади, авантюризм, и вот судьба как бы... Ну, я не рад этой ситуации. Я оказался в ней, и нужно оставаться оптимистом. Возможно, я просто наивно ищу плюсы. Я не знаю, кто рад тому, что происходит в нашей стране. В Москве, возможно, ты остаешься в стороне, но очевидно, что как бы идет война с соседним государством, и рано или поздно тебя тоже коснется, непонятно там когда. Почему, собственно, Казахстан? Если честно, я прям, особо не выбирал. Немного такая была паника. Из твоего круга лиц все начинают уезжать. Понятное дело, что много людей там служили, и многим там начали приходить повестки, и это просто как бы не укладывается в голове. Тебя могут забрать на фронт, это же просто взрывает башню. И когда это уже, начало происходить в твоем окружении, то, как бы глупо не обращать на это внимания. Плюс в моем еще случае я сам узбек по национальности и очень давно не был в своей стране. Тут рядом Ташкент. Что, по вашему мнению, должны делать россияне? Какие-то банальные просто советы. Оставаться людьми, оставались оптимистами, чтобы как бы их, самое главное, жизнь была лучше, жизнь их близких. You just watched interviews with Russians of so-called third wave of immigration caused by Russia-Ukrainian war. These are not strict terms, but it goes something like this. First wave being Russians who fled immediately after start of invasion, so it's February of 2022. Second wave includes people who took some time for preparations and left in the spring, summer 2022. And third wave includes Russians who left immediately after start of partial mobilization. If you want to compare these interviews with interviews from people from other waves, you can watch this interview with the Russians I recorded in Georgia, or maybe this interview with the Russians in Kyrgyzstan, or this interview with the Russians in Serbia. I hope you find my content useful, and thanks for watching.